Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 4 мая. Поговорим о том, что нас ожидает в этот день, а также что категорически нельзя делать. Итак, друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите изобилие, и пусть Вселенная, высшие силы помогут вам приумножить мыслимые и немыслимые блага вашей жизни. Также, друзья, хотим поблагодарить всех за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, в православии сегодня, 4 мая, последний день Страстной недели перед Пасхой, Страстная суббота. И Страстная суббота в православной традиции – это день, который занимает особое место в Страстной неделе, предшествующей Воскресению Христову. Этот день является кануном Пасхи и наполнен глубоким символизмом, отражающим темы смерти, ожидания и возрождения. Страстная суббота представляет собой время, когда верующие готовятся к встрече праздника Воскресения и совершают ряд ритуалов, направленных на очищение, защиту и духовное обновление. Во многих православных странах к этому дню приурочены уникальные традиции. И одна из таких традиций – это жжение костров накануне Пасхи. Дело в том, что костры символизируют очищение и возрождение. Огонь считается, что он уничтожает все старое и плохое, тем самым очищая путь для нового начала. В некоторых селах до сих пор сохранился обряд, когда 12 девушек в белых рубашках, взяв в руки сохи, с молитвой прокладывают борозду вокруг деревни. Это символическое действие направлено на защиту населенного пункта от злых духов и несчастий на предстоящий год. Также в субботу принято и святить воду, которую затем используют для того, чтобы окропить свой дом, хозяйственные постройки и придомовые территории. Этот ритуал предназначен для защиты дома и его обитателей от злых сил и нечистой энергии, что особенно важно в преддверии такого большого праздника, как Пасха. Также этот день называют еще и Тихой субботой. По традиции в Страстную субботу следует соблюдать спокойствие и тишину. Не только внешне, но и обязательно внутреннюю. Верующим рекомендуется воздерживаться от посещения гостей и приема гостей, от шумных развлечений и праздников. Это время для внутренней сосредоточенности, молитвы и размышлений о жизни и вере. Посвящение времени молитвам в этот день помогает верующим углубить свою духовную связь, подготовить сердце и душу к воскресению Христову. Это время для размышлений о смысле жертвы Иисуса Христа и о том, как этот великий акт влияет на жизнь каждого человека. В этот день верующие вспоминают и о снятии креста и погребении Иисуса Христа, а также с нетерпением ждут радости главного христианского праздника. Согласно Евангелию, после распятия Иисуса Христа его тело было снято с креста и помещено в гробницу, высеченную в скале. И римские солдаты запечатали вход в гробницу для того, чтобы предотвратить возможное похищение тела. И именно Страстная суббота – это день, когда тело Христа покоилось в гробе, а его душа сошла в ад, чтобы проведывать умерших. В этот день верующие постились, молились и готовились к празднованию Пасхи. Этот день перед Пасхой богат традициями, и многие из которых берут свои корни именно в народных поверьях.
Поэтому в этот день верующие несут в церковь куличи, яйца и другую праздничную еду, чтобы освятить. А в Иерусалиме в этот день происходит чудо схождения благодатного огня в кувукле храма гроба Господня. Считается, что в Страстную субботу нельзя отказывать и в помощи нуждающимся. В старину люди верили, что нельзя в этот день заниматься домашними делами, которые не связаны с подготовкой именно к Пасхе. И по народным приметам именно погода в Страстную субботу предвещает, какой и будет погода летом. Символами этого праздника являются яйца, именно крашеные яйца, которые символизируют новую жизнь и воскресение Христа. Символом праздника является и кулич. Это сладкие пасхальные куличи, которые и олицетворяют тело Иисуса Христа. Ну и свечи. Зажженные свечи – это символ света Христова, побеждающего тьму. Но в народном календаре этот день и также по-своему называли как Проклов день, Прокол. И в некоторых регионах этот день называли как день Януария, Дениса и Кондрата. Именно этот день символизировал глубокую связь человека с природой и его зависимость от ее циклов. В народе существовало множество традиций, которые были связаны с этим временем года, когда природа постепенно пробуждалась от зимней спячки. С наступлением весны по народным поверьям активизировалась не только природа, но и различная нечистая сила. И считалось, что зимой все злые духи, ведьмы и прочие обитатели темного мира прятались в норы и берлоги, а с приходом тепла вновь возвращались, чтобы владеть своими территориями. Эта вера была связана с древними представлениями о круговороте жизни и смерти, о постоянной борьбе добра и зла. Дабы обезопасить свой дом и хозяйство от недобрых сил, наши предки обращались за помощью к домовому. Этот домашний дух считался хранителем порядка и благополучия в доме. Поэтому в канун Проклова дня возле печки обязательно наши предки старались оставить угощения, кусочки хлеба, молоко или кашу, чтобы задобрить домового и просить его о защите. Проводились и другие ритуалы. Делали генеральную уборку в доме, чтобы изгнать всю нечисть. Мыли окна, двери и полы, веря в то, что таким образом они впускают в дом больше солнечного света и тепла, которые по народным поверьям являются лучшими защитниками от темных сил. Девочки и мальчики, хотим сделать акцент, что мы говорим и о церковном календаре, и говорим о народном календаре, потому что по церковному календарю сегодня ничего уже нельзя делать. Мы все встречаем великий праздник Пасху. Но есть еще и народный календарь. И в народном календаре трактуется все немножечко по-другому. Мы даем вам информацию, а ваше дело чувствовать на уровне интуиции, что для вас важно и нужнее. Кроме того, Проклов день считался и началом важного периода для людей, которые занимались земледелием. Крестьяне в этот период активно занимались посадкой и уходом за садами и огородами. Верили, что читаемые в этот день магические слова на хороший урожай помогут растениям лучше расти и плодоносить. Молитвы, слова магически произносились на удачу и на избавление от всевозможных болезней, растений, на привлечение благоприятной погоды и, конечно же, на защиту от вредителей. В мозаике народных праздников и обрядов особое место занимал Проклов день. Именно эта дата отмечалась как время, когда природа постепенно пробуждалась от зимнего сна, и вместе с ней на свободу выходили различные силы, хорошие и не очень. Теперь давайте поговорим о том, какие традиции связаны с этим днем и что они символизировали. Дело в том, что с приходом весны наши предки верили, что активизируются не только флора и фауна, но и различные сущности из мира нечистой силы.
В народных представлениях зима всегда ассоциировалась с временем, когда злые духи, ведьмы и прочие существа укрывались от холодов в укромных местах, в норах и берлогах. Но как только земля начинала оттаивать, эти существа возвращались, чтобы возобновить свою деятельность. В ответ на это люди старались обрести защиту и благосклонность этих сил. Одним из способов защиты от нечистой силы было умиротворение духов природы. Люди отправлялись в лес, где на полянках оставляли корзинки с угощениями. Обычно это были кусочки хлеба, яйца и молоко. Такой жест символизировал уважение и попытку наладить гармоничные отношения с природой. Домовой дух, хранитель дома, также играл важную роль в этот день. Вечером, накануне проклого дня, хозяева оставляли возле печки угощения для домового. Молоко, хлеб, иногда сладости. Верили, что такое угощение укрепит благосклонность домового, и он будет бережно охранять дом от всех бед. С приходом весны обязательной частью подготовки к новому сезону была генеральная уборка. Как мы уже сказали ранее, это было и мытье окон, дверей, полов и так далее, и так далее. Теперь давайте поговорим о том, что же нужно было делать в этот день 4 мая. Считается, что прокол защищает от злых духов и нечистой силы. Поэтому в этот день было принято активно прогонять нечисть, используя проклятия и заговоры. Это делалось для того, чтобы очистить пространство вокруг себя, свой дом и приусадебный участок от любых негативных воздействий. В народе существовали специальные тексты, слова, которые нужно было произносить, обходя свой дом или участок. Еще одна особенность 4 мая – это вера в то, что этот день благоприятен был для поисков пропавших без вести людей или вещей. Считается, что в этот день усиливается связь между миром живых и миром духов. Это что могло помочь в возвращении потерянного. Нередко для этих целей также использовались и специальные обряды и заговоры. И, конечно же, важное место в обрядах 4 мая занимали садово-огородные работы. Традиционно в этот день занимались подготовкой почвы и посадкой. Используя остатки пасхальных яиц, крестьяне проводили ритуалы на увеличение урожая, крошили яйца и рассыпали их по земле, произнося при этом определенные магические слова. Именно это и символизировало плодородие и благословение земли. Давайте теперь поговорим о том, что нельзя было делать 4 мая по народным приметам, традициям и обрядам. Как мы уже сказали ранее, 4 мая в народном календаре назвали как Проклов день. И в этот день были определенные запреты, которые были призваны защитить человека от невидимых угроз и сохранить гармонию между миром людей и миром нечистой силы. Одним из основных табу проклого дня являлся запрет на посещение полей и других отдаленных мест, где человек мог оказаться один на один с нечистой силой. Народные приметы говорят, что в этот день злые духи и другие существа обладают особой силой, и встреча с ними может закончиться печально для человека. Поэтому рекомендуется избегать мест, где легко можно стать добычей нечисти. Считается 4 мая крайне нежелательным днем для посещения кладбищ. Согласно народным поверьям, именно в этот день колдуны и ведьмы собираются на кладбищах для проведения своих обрядов. Поэтому присутствие обычных людей на кладбище могло привлечь внимание темных сил и принести несчастья, такие как порча или сглаз. Поэтому не стоит посещать кладбище, тем самым вы убережете себя от негативных последствий. Еще один запрет этого дня касался сновидений. В Проклов день категорически не рекомендовалось рассказывать плохие сны до захода солнца. Считается, что утренние часы особенно уязвимы для проявления темных сил, и рассказ о плохом сне может не только усилить его негативное воздействие, но и способствовать тому, что сон может сбыться.
Поэтому подождать до заката значит дать возможность силам света ослабить возможное негативное влияние сновидения. Кроме того, в этот день нельзя было рвать листья, ломать ветки или собирать цветы. Этот день был связан с возобновлением жизни и пробуждением природы, и любое агрессивное воздействие на мир может быть воспринято как нарушение природной гармонии. И природа может отомстить за такие действия, причиняя болезни или даже вызывая серьезное несчастье. В этот день акцент делался на защите и уважении каждому живому существу. Кроме того, еще было интересное суеверие, которое было связано сегодня с использованием красного постельного белья. В Проклов день красный цвет считается магнитом для темных сил, поэтому использование красного белья могло привлечь негативные энергии, что в результате могло вызвать бессонницу, проблемы в личных отношениях или даже серьезные заболевания. Поэтому предпочтение отдайте более спокойным, нейтральным цветам, которые будут способствовать покою и защите во время сна. Также в этот день нельзя было находиться под дождем. Наши предки считали, что такой дождь может нести болезни. Друзья, вот такие вот народные приметы, традиции, обряды были у наших предков в этот день. Мы всех поздравляем с наступающей светлой Пасхой, желаем всем здоровья, благополучия, достатка. Пусть в вашем доме и в вашей жизни будет все то, что вы желаете и что вы хотите. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а на экране вы сейчас видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.